Ну, теперь коснемся же американской экономики. ФРС в 10-й раз повышает банковскую базовую ставку 5,5-25 годовых процентов. Также в США прослеживается тенденция банкротства банков. Результаты исследований показали, что почти 190 американских банков находятся в красной зоне. У меня два вопроса. Мы видим такое большое количество банков под угрозой, аж 190. Что будет, да, если они обанкротятся? И сейчас от США и ее финансирования зависит экономика Украины. Вот насколько это сейчас надежный источник финансирования при таких обстоятельствах? Мы с вами как-то говорили о том, что мир на сегодня, его кровеносная система пронизана долларом. Это не хорошо, я не говорю, что это хорошо, я говорю, что это факты. Мы говорили с вами о том, что все равно еще подавляющее большинство всех сделок в мире происходит в долларе, международных сделок. И просто так клац и доллар вытянули из кровеносной системы, так не бывает. Да, сейчас идет замена этого необеспеченного уже инструмента валютного, а самое главное, инструмента давления на все другие страны со стороны Штатов. Идет замена. Я уверен, что ее не остановят, заменят. Утомило оно всех. Но это не произойдет резко. А раз так, я к чему это сказал? К тому, что миру не очень хочется, чтобы вся экономика Штатов рухнула. Потому что это цепная реакция. Все слишком сильно завязано, вся экономика мира слишком сильно завязана на долларе. И если там рухнет, аукнется кругом. И в России в том числе. И да кругом, и в Китае. Не может быть по-другому. Слишком серьезный субъект в мировой экономике Соединенные Штаты Америки. И, полагаю, даже, скажем так, условные враги могут где-то начать помогать, чтобы подобного суперобрушения не было. Это раз. Два. Причина того, что это произошло, заключается в безудержном печатании денег. В том или ином смысле, я не говорю в физическом, да, взяли на станке, напечатали. Деньги сегодня печатаются путем выброса электронных денег в систему денежного оборота страны. Инвестирование реальных денег в нереальные секторы экономики. В хедж-фонды, какие-то трасты, в игрушки, в спекулятивные вещи на фондовом рынке. Мы тоже с вами уже это 100 раз, по-моему, обговаривали, да, что не может стоить производитель телефонов триллионы. Не может. Это цена акций. А цена акций не из-за того, что они приносят триллионную прибыль, а из-за того, что они на фондовом рынке зарабатывают на скачках, на просто спекуляция. Нет стольких активов, поэтому это все мыльные пузыри. И акции, по большому счету, превращаются в таком случае в такие же мыльные пузыри, как долговые расписки. И банки вкладывали деньги в надежде на прибыль именно в такие рискованные операции. Это, кстати, по всему миру. Это и в Европе то же самое. Все сейчас за голову берутся. Что будут делать? Как обычно, скорее всего, как в 2008 году, как недавно, скупать лопнувшие банки, скупать их долговые обязательства. То есть под этим будет происходить дополнительная эмиссия денег и доллара, и других валют. Для того, чтобы унять панику, для того, чтобы выдавать деньги. А что это значит? Очередной виток инфляции. То есть, с одной стороны, как вы говорите, они поднимают базовую ставку. Базовая ставка Федерального банка, либо Центробанка – это минимальная ставка, под которую можно выдавать кредиты. Ниже нельзя. Тем самым таргетируется инфляция. Управление инфляцией происходит. То есть, с одной стороны, они пытаются сдержать инфляцию у себя. С другой стороны, они опять произведут эмиссию денег для того, чтобы, или вынуждены будут произвести эмиссию денег для того, чтобы закрыть те или иные дыры этими деньгами, опять же, необеспеченными. Это все настолько коррелируется с их сегодняшним заявлением о том, что нам надо опять поднимать потолок государственного долга, иначе ой-ой, что будет. А и вообще мы вам не обязаны объяснять, что мы хотим его поднимать. Надо, мы вам так и сказали, надо. Это Байден и Йеллен таким образом разговаривают с американским конгрессом. А не поднимете, будет опа. Но ведь в принципе-то это все коррелируется, это одно и то же. То есть давайте опять долг наберем. Давайте не 32 будет триллиона, а там 34. Хотя мы с вами и по этому вопросу проходились. Помните, несколько месяцев назад Wall Street Journal написал, что на самом деле долг Америки совокупный уже не 30 миллиардов,
а 100 миллиардов, потому что тихонечко статистика американская не учитывает долги и будущие ближайшие долги внутри страны перед условным рабочим классом, например, или по тем же страховым выплатам. Вы сами только что сказали о страховых выплатах, которые возможны в том случае, если начнут накрываться банки. А что тогда произойдет со страховым бизнесом? А страховой бизнес – это тоже акции на фондовом рынке. А что произойдет тогда с этим куском фондового рынка и так далее? Понимаете, за что ни возьмись, все взаимосвязано. И если где-то прохудится этот пузырь, то шарик будет летать с бешеной скоростью и неуправляемо по комнате. Представляете, да, если шарик прохудить, он или лопнет, или начинает летать. И задевать все возможные стены и углы. Так что тем более понятна позиция того же индусского банкира, цитату которого мы с вами приводили, по-моему, в той программе, который говорил о том, что это, во-первых, самый большой террорист доллар, а во-вторых, все сегодня ищут иные способы расчетов и иные способы сбережения своих денег, а не доллар, потому что не верят в него. Еще раз, кто считает, что завтра Америка, точнее ее экономика станет нулем, ошибается. Так не будет. Но что точно происходит, это то, что она уступает свое первенство раз, и два, перестает быть гегемоном и в этом смысле слова. А насчет вашего вопроса в привязке к нашей экономике, к экономике Украины, конечно, для нас это важно и должно заботить и нас, и думающих людей, потому что сегодня мы с вами доказали это в предыдущих программах. Расходная часть нашего бюджета – это то, что дают американцы и европейцы. И не будет оттуда чего-то идти, будет совсем грустно. Кстати говоря, в этой связи можно, в общем-то, так развить слова Борреля. Он сегодня, по-моему, выступил и сказал, что как только западная помощь Украине прекратится, закончится конфликт. Возможно, он имел в виду, когда говорил только военную помощь. Но в принципе эта фраза распространяется и на денежную помощь, потому что в таком случае все закроется. Потому что нечем будет платить войскам, нечем будет платить в социальной сфере, нечем в конце концов будет содержать всех этих выкормышей под названием чиновники, которых все больше и больше в Украине. А борцов за идею, я имею в виду, на Печерских холмах немного. Вернемся к тому же Яневскому, да, так мы его назвали, и он все это очень четко обозначил. Там борцы в офисе президента за денежные знаки. Это уже всем давно понятно. Это не моя цитата, это из Ильфа и Петрова, это Остап Бендер так их называл бы. Резюме. И Боррель в этом смысле тоже прав. Поэтому, конечно, нужно правительству диверсифицировать, пытаться риски, но то, что я сейчас говорю, это все фантастика, которая не будет реалиями. Почему? Тоже мы с вами это обсуждали. Мы обсуждали, что произошло с реальным сектором нашей экономики. Мы обсуждали исторические аспекты развития Украины в составе тех или иных конгломераций. И что, чем и как заканчивалось. Боррель прав, а мы правы в том, что развили его мысль.